Добрый день, дорогие друзья, подписчики и зрители канала, меня зовут Даниил. Сегодня у нас в центре внимания на обзоре два устройства от компании Fifine: динамический микрофон AM8 и микрофонная стойка Pantograph BM88. Итак, чтобы сегодняшний обзор прошел коротко, лаконично и динамично, давайте сразу я сейчас распакую все эти устройства, установлю их и все подробно вам покажу и расскажу. Ну что ж, все установлено, подключено, и выглядит эта конструкция в сборе именно так, однако хочу отметить, что запись пока что до сих пор ведется именно на конденсаторный микрофон, кстати, тоже от Fifine, модель Ampligame A9. Все для того, чтобы вы почувствовали разницу конденсаторного микрофона и динамического AM8, который сегодня у нас на обзоре. Имея опыт использования динамических микрофонов, могу сказать сразу, что они очень хороши для тех, у кого какие-то посторонние шумы, потому что они улавливают по минимуму только тот звук, который попадает в динамический капсюль ограниченной направленности, и все то, что происходит у вас в квартире, в комнате, вокруг, где угодно, этот микрофон, к счастью, улавливает очень плохо, помимо вашего голоса. Итак, давайте начнем с микрофонной стойки BM88 с пантографа, который, кстати, выполнен полностью из металла. Он достаточно тяжелый, достаточно прочный и достаточно устойчивый. Крепится он на любую поверхность, толщина которой от 2 до 6 сантиметров. Я всегда пользовался пантографами, которые вот у меня две штуки на заднем плане, на которых закреплены динамический конденсаторный микрофон. Да, использую я их по ситуации, да, в зависимости от того, какой ролик снимаю. И это максимально простые микрофонные стойки, там за 300 рублей. И по сравнению с ними стойка Fifine BM88 выглядит гораздо более массивной. Она, повторюсь, выполнена из металла и имеет очень такую полезную функцию, а именно кабель-каналы, то есть те места внутри стойки, в которые, сняв защитную, так сказать, вот эту вот планочку, можно туда поместить кабель различной толщины. То есть если вы используете микрофон, а этот микрофон, плавно переходя к нему, он имеет смежный тип подключения, то есть комбинированный. Этот микрофон вы можете подключить напрямую к компьютеру через кабель USB Type-C Type-A, так сказать, plug and play, сразу установил, ничего скачивать не надо, все прекрасно работает. Или через XLR для более высокого качества звучания при подключении к компьютеру через звуковой микшер или внешнюю звуковую карту. Возвращаемся к стойке. Она имеет низкий профиль для того, чтобы вам ее было максимально удобно разместить у себя на столе, под монитором, как угодно, но тем не менее все ее, так сказать, плечи, все ее соединения регулируются и вращаются на 360 градусов. То есть вы можете ее установить абсолютно в любом положении, в котором только вам будет удобно. Ну а теперь поговорим про сам микрофон. Я думаю, вы сразу поняли, что запись идет теперь именно в него, потому что звук кардинально поменялся. В комплекте данного устройства вы можете обнаружить непосредственно сам микрофон с поп-фильтром, под которым скрывается динамический капсюль, стойка, хорошая металлическая, прорезиненная для того, чтобы установить его на столе, ну и непосредственно кабель USB Type-C Type-A для подключения напрямую к компьютеру. На панели разъемов присутствует разъем для подключения данного микрофона через XLR, для подключения его через USB Type-C и разъем Jack для того, чтобы подключить колонки, наушники, любые другие устройства воспроизведения для того, чтобы мониторить голос и запись в режиме реального времени. На лицевой или обратной стороне, в зависимости от того, как вы этот микрофон установите, располагается регулировка громкости в наушниках, в колонках или, как я уже сказал, в любом другом устройстве для мониторинга, а также регулировка чувствительности микрофона и сенсорная кнопка управления подсветкой. С помощью этой кнопки можно выбрать несколько режимов подсветки. Первый — это будет переливание всеми цветами радуги по площади всей вот этой вот панельки с подсветкой. Второй — цвета будут меняться периодически, попеременно заполняя, да, опять-таки всю же эту площадь подсветки. Далее можно выбрать любой из цветов, то есть он будет статично гореть, не мерцать, не гаснуть, ничего, просто будет гореть один из цветов всех вот этих вот доступных. И последний режим можно, если вам совсем это не нужно, если вам это эстетически не нравится, выключить эту подсветку, и она тогда не будет работать совсем. На противоположной стороне достаточно приятно тактильно ощущаемая сенсорная, опять-таки, кнопка для того, чтобы просто
просто-напросто включить или выключить микрофон. Если вам во время стрима или записи, да, пришлось просто замьютиться, вы прикасаетесь к этому месту и, соответственно, микрофон включается или выключается. С момента подключения этого микрофона и до сих пор, да, когда вы слышите мой голос именно, который записывается в него, запись идет через USB, потому что я понимаю, что у большинства нету звуковой карты или микшера, чтобы подключать этот микрофон к XLR, и вам именно будет необходимо услышать, если кто-то все-таки захочет приобрести данное устройство, услышать, как же он работает через USB. Ну а мы с вами по сложившейся традиции уже так сказать, потому что когда я обозревал предыдущий динамический микрофон, который тоже имеет комбинированное подключение, я делал сравнение, то есть вы слышали часть голоса, да, вы слышали точнее речь, и попеременно была демонстрация работы микрофона, подключенного через USB и XLR. Давайте сейчас сделаем то же самое, чтобы вы услышали разницу. Я сейчас буду проговаривать один и тот же текст, а рядышком со мной вы увидите, в какой момент, через какой разъем подключен данный микрофон. Микрофон Fifine AM8 с кардиоидной диаграммой направленности четко передает голос во время стриминга, озвучки, проведения трансляций и игр. Он выполнен в металлическом корпусе с устойчивой съемной подставкой. Поп-фильтр устраняет появление посторонних звуков. Для управления устройством предусмотрены сенсорная кнопка и поворотные переключатели. В микрофоне Fifine AM8 реализована подсветка RGB, которая работает при подключении к компьютеру через интерфейсный разъем USB Type-C. Аудиоразъем джек 3,5 мм позволяет подключить наушники. Для соединения со звуковым пультом в нижней части микрофона расположен коннектор XLR. Давайте немножко вернемся к микрофонной стойке, забыл упомянуть момент. Вся эта конструкция выдерживает вес до 1,5 кг. То есть на нее без проблем можно установить, какой-то внушительный прям микрофон. Узнать больше о продуктах Fifine, а также приобрести данные девайсы можно по ссылкам, которые находятся в описании к этому ролику, а также в закрепленных комментариях. Ну а у меня на этом все. Очень надеюсь, что кому-то помог с выбором. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, не болейте, будьте здоровы, берегите себя и близких. Всем удачи, всем пока.